Робот-пылесос, который имеет мощность всасывания целых 5000 паскалей, лидарную систему для корректной навигации и построения карт помещения, две боковые щетки, две щетки для мытья полов, которые вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту с давлением 12H. Приятный дизайн, удобное приложение, док-станцию с функцией забора пыли и очистки щеток для мытья полов. И это только малая часть того, что можно прочитать к рекламе к роботу-пылесосу под названием Xiaomi Linsta W2. Но как же на самом деле дела обстоят у данного чуда, сейчас я вам расскажу. И рассказать, к слову, есть о чем. Полетели. Распаковка. Данная модель поставляется в гигантской коробке. Сразу отметим, что док-станция пришла мне слегка поврежденная, что, как по мне, легкий фейл. Две части в нижней области док-станции были не состыкованы. Возможно, данная проблема возникла при транспортировке, а возможно, ее изначально так запаковали. Советую распаковывать его в 4 руки, то есть вдвоем. В комплекте мы имеем док-станцию, робот-пылесос, чистящую щетку, мешок для пыли, салфетки для швабры 4 штуки, боковые щетки в количестве также 4 штук, кабель питания, запасной фильтр. На самом роботе-пылесосе даже не было защитной пленки, что меня удивило. Я к ней привык, но в целом он пришел без повреждений. Разумеется, за данную цену я ожидал чуть-чуть лучшего пакинга, но комплект меня реально порадовал. И 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Напоминаю, что 11 числа я разыгрываю iPhone 14, а остальные розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к роботу-пылесосу. Полетели. Данная модель имеет, по всей видимости, черную-белую расцветку, но для покупки я обнаружил только белую. Внешне W2 выглядит практически как и все роботы-пылесосы. Дизайн привлекательный, материалы качественные, как и сборка самого устройства. Корпус робота-пылесоса выполнен из матового пластика, а верхняя часть у него всем ненавистный глянец. Хотя многие любят, как он блестит. Габариты его составляют 354 на 354 на 98,5 мм, а вес около 4 кг. На корпусе расположили с верхней части название производителя, 3 стандартные физические кнопки, такие как кнопка включения, кнопка домой и точечная уборка. Кнопки имеют подсветку, что удобно. Также сверху расположили лидарную систему LDS 2.0, S-LAM плюс VS-LAM для построения карты помещения. Далее, на боковых частях находится воздушное отверстие и динамик, бампер с одним датчиком с фронта и 2 по бокам, а также он имеет прорезиненную вставку, чтобы обезопасить мебель, и сам пылесос от повреждения. В тыльной части есть 2 контакта для зарядки, также, по всей видимости, датчик и отверстие для забора пыли. На дне W2 расположили 2 основных колеса и одно поворотное. 2 боковые щетки, что, к слову, я уже давно не встречал, 4 датчика падения, краткую информацию, место для крепления 2 площадок с салфетками для мытья пола, подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу, подвес имеет скребок и 3 мини-щетки. Турбощетка обыкновенная, но плюс за то, что она оказалась разборная. Но в первый раз нужно будет приложить усилия, чтобы снять боковые заглушки. Далее, внутри под крышкой мы имеем кнопку сброса и пылесборник емкостью 350 мл с HEPA-фильтром. Да, он, конечно, маловат, но это не является минусом. Достается он легко, как и устанавливается. Мусор из контейнера при изъятии у меня не высыпался, так как есть 2 пластиковые заглушки. В комплекте запасных деталей достаточно, за что спасибо. Запасные боковые щетки и салфетки для мытья полов и фильтры. На первое время уж точно достаточно. Док-станция выполнена в дизайн робота-пылесоса, и выглядит она, конечно, массивно. Размеры 455 на 430 на 453 мм. В ней расположили LED-дисплей для информации о состоянии работы пылесоса и док-станции. Выглядит он неплохо, но лично я особо им не пользовался. Далее есть надписи, 4 сенсорные кнопки для управления основными функциями, что, к слову, удобно. В тыльной части имеется место для хранения кабеля, разъем для питания, краткая информация, а также разъем, по всей видимости, для подключения и исправления каких-либо ошибок в работе. Надеюсь, он вам не пригодится. На дне есть съемная площадка, на которую заезжает сам пылесос для забора пыли и мытья салфеток. С верхней части имеется крышка, которая имеет вставку для герметичного закрытия области с пылесборником емкостью 3 литра, а внутри расположили резервуар для чистой воды емкостью 4 литра и резервуар для грязной воды также 4 литра емкостью. Также есть щетка, лезвие для очистки, что удобно. Все снимается, достается и устанавливается довольно просто. Прикладывать усилия не приходится. Качество всех составляющих док-станции, как и самой док-станции, великолепное. Летим дальше. W2 имеет бесщеточный мотор NIDEC, мощность всасывания робота-пылесоса 5000 паскалей. Робот-пылесос выполняет как влажную, так и сухую уборку. Сила всасывания регулируется 4 уровнями. Также можно воспользоваться пользовательским режимом с редактированием карты и установкой режимов для этой зоны. Уборка по расписанию также в наличии, что удобно. W2 поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa и Google Assistant.
Xiaomi AI и тому подобное. Робот-пылесос подключается к Wi-Fi на 2,4 ГГц, как и все роботы-пылесосы. Это самая стабильная связь. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 6 часов. Я бы побольше туда аккуму вставил, если честно. Помещение в 35 квадратных метров он убирает за 45 минут максимум. И уходит у него 30-35% заряда. В третьем режиме под названием «Мощный». Время автономной работы в целом меня порадовало. Даже если использовать максимальную мощность, все круто. В режиме мытья полов время автономной работы плюс-минус такое же. Огромный плюс, что робот-пылесос может работать как с приложением под названием Lin 100, так и с Mi Home, наш любимый Xiaomi-шный продукт, правда? Лично я подключил его к приложению Lin 100. На главной странице все стандартно, также можно посмотреть площадь уборки, заряд аккумулятора и время уборки, настроить уборку и режимы, редактировать карту, установить запретные зоны, разделение комнат и все подобное. Также можно выбрать уборку комнаты, уборку в точке или отправить на зарядку. В настройках можно воспользоваться пультом с DU, настроить голосовое сопровождение. В стоке была установлена озвучка на английском языке, но можно установить русскую озвучку, что хорошо. Громкость регулируемая 3 режимами. Далее можно включить режим «Не беспокоить», режим автоусиления, избегание ковров и посмотреть состояние расходных материалов. В настройках для док-станции можно выбрать частоту чистки, режим температура воды, режим сушки и забор пыли с пылесборника. Обновить прошивку в приложении можно, и обновления уже прилетали. Перейдем же к самому интересному. Уровень шума не превышает 76 дБ, а док-станция шумит довольно громко во время работы до 87 дБ. По уборке у данного робота-пылесоса все стандартно. Изначально он проходится рядом со стенами, после чего производит зигзообразную уборку. На док-станцию возвращается по короткому пути, что хорошо. Система навигации работает отлично, карты строят хорошо. Проблема только в том, что он узкий проход между мебелью может определить как дверной проем, после чего одна комната на карте будет отображаться как две. Во время первой уборки он собрал все углы, но при последующих уборках из-за уже построенной карты он убирался корректно. Табуретки иногда может двигать, возможно, с прошивками данный момент пофиксит, а может быть сам обучится. Высота данного робота-пылесоса слегка выше, чем высота роботов-пылесосов обычных, которые у меня были до этого, так как W2 иногда задевает лидаром в прикроватной области или в сложно доступных местах. Но он не теряется и продолжает уборку. Во время уборки после определенного времени он возвращается на базу для чистки, и за уборку он может вернуться раз 10. С препятствиями в 1,5 см он справляется, но смотря какие именно это препятствия. Датчики высоты работают корректно, шерсть домашних животных, волосы, песок, крупу и подобное робот-пылесос всасывает на ура, даже после одного прохода, но в углах иногда остается небольшое количество крупы, так что 2 боковые щетки — это не показатель, хоть одна, хоть 2. Для распознавания ковров установлен ультразвуковой датчик. Ковры с высоким ворсом, к примеру, в 3-4 см для него проблема, а ковры с коротким ворсом он пылесосит великолепно. Ко всему этому, разумеется, после обнаружения ковра он автоматически увеличивает мощность всасывания и отключает функцию влажной уборки. Далее, площадки с салфетками для мытья полов вращаются со скоростью 120 оборотов в минуту и давлением 12H. Каждый раз, когда робот-пылесос возвращается на док-станцию, происходит автоматическая чистка салфеток. В площадку, на которую заезжает робот-пылесос, автоматически поступает чистая вода, после чего салфетки прокручиваются и чистятся об выступы в площадке, а грязная вода сливается и поступает в резервуар для грязной воды. Вода подогревается до 50 градусов, после чего он возвращается на место, где закончил уборку, для продолжения ее. Также док-станция сушит салфетки для мытья полов горячим воздухом для предотвращения развития плесени и грибков на поверхности. Ко всему этому док-станция генерирует положительно заряженные ионы серебра, куда же без них, которые уничтожают до 99,9% бактерий. Звучит все, конечно, как всегда волшебно, но не могу сказать, что это именно так. Но никаких неприятных запахов или чего-то подобного за время использования данной модели я не обнаружил, что является великолепным показателем. Пятна, к сожалению, данная функция не оттирает. Конечно, с легкими загрязнениями она справляется, но не больше. В целом, я более чем доволен работой данного робота-пылесоса. Мешка с пылью в базе самоочистки хватает на месяц, при условии, что робот-пылесос каждый день производит одну уборку. Разумеется, данная система мытья полов куда лучше, чем просто протирка полов, и все реализовано, как по мне, хорошо. Вдобавок удобно. Минусы: упаковка недостаточно хорошая, так как док-станция пришла с повреждениями, либо мне так не повезло. Также отмечу высоту робота-пылесоса и слегка некорректную работу датчиков обнаружения препятствий, но, разумеется, еще и цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, учитывая, что скоро распродажа, думаю, она станет чуть-чуть адекватней. Но в целом, всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, огромное спасибо, вы помогаете проекту, участвуете в розыгрышах. И резюмирую: Xiaomi Lin 100 W2 — первый робот-пылесос у меня на канале с док-станцией, которая не только предназначена для забора пыли, но и для чистки щеток для мытья полов. Конечно, устройство интересное, однозначно полезное, но если у вас
есть домашние питомцы или дети, данное устройство бесполезно. Вам все равно придется мыть полы вручную или хотя бы пользоваться умными ручными пылесосами-швабрами. Опять же, по моему мнению и по моему опыту. Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок в описании. Нас там уже очень много. W2 показал себя отлично в плане корректной работы, построения карты и других функций, но это можно встретить и в более дешевых моделях с док-станциями. Да, конечно, там не будет такой технологии мытья полов, но и не супер, чтобы сказать, что пол он прям вымыт как после ручного мытья. За идею и реализацию, потому что она рабочая, девайсу скромная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.